Про это место мы узнали от наших знакомых. Они сюда просто приезжали на рыбалку, ребята, и они едут по дороге, уже были сумерки, и они не поняли сначала, что они ехали по гробовым плитам, ребят. Обалдеть. Мурашки. У меня просто какие-то вообще жесткие мурашки. Давай поближе подойдем, посмотрим. Это жестко. Вообще... В смысле, какая могила? Свислочский замок, городище и руины синагоги. В нашем ролике пойдет речь о деревне Осиповичского района Могилевской области Свислочь. Здесь, возле слияния Березины и Свислочи, можно увидеть старинное городище с руинами. История этого места достаточно древняя и туманная, разобраться в ней настоящая дилемма. Есть информация, что поселение замкового типа на этой земле существовало уже в конце XI – первой половине XII веков. Так в Галицко-Волынской летописи встречаются упоминания за 1256 год о Свислочском княжестве и князе Изяславе. Вероятно, в те далекие времена на этой возвышенности стояла крепость, а может быть и настоящий замок. Также известно, что этот замок и само поселение Свислочь не раз разрушались. Во второй половине XIII века монголами, в 1506 году крымскими татарами, в 1535 году русскими войсками. В XVII веке свислочские земли принадлежали роду Радзивиллов, при которых крепость была вновь отстроена. Деревянный замок в то время имел 3 башни и въездную браму, стены с 2 сторон, различные строения внутри. Однако, по всей видимости, эти укрепления долго не простояли. В 1654 году Свислочь захватили казаки под предводительством гетмана Ивана Золотаренко, которые разграбили и сожгли поселение. С того периода в летописях замок на реке Свислочь больше не упоминался. Но место с таким выгодным расположением пустовать долго просто не могло. С XVIII века Свислочь стала собственностью представителей рода Завишей. Это у них было имение Кухтичи с необычной пирамидой-усыпальницей. Их поддержке в местечке строится небольшой монастырь францисканцев с деревянным костелом. Этот храм, к сожалению, не сохранился. Следующими видами владельцами Свислочи стали незабытовские, построившие на окраине деревни свое родовое имение. Сейчас на том месте располагается детский санаторий. Старинное замчище незабытовские использовали как хозяйственный двор. В первой половине 20 века на месте городища находилась еврейская школа Хедер. Во многих источниках указано, что это была синагога. Ближе к началу войны, 30-е годы, здание стали использовать под местный клуб. В послевоенные годы часть построек, а их было 4, разобрали на кирпич. Последнее функциональное пристанище здесь нашел филиал дорожно-ремонтного строительного управления ДРСУ под номером 199. Фактически на старинном городище в этот период 80-е годы вновь размещался хозяйственный двор, как при незабытовских в конце 19 века. В конце 90-х звучали планы строить на городище церковь, но от этой идеи отказались. Возможно, причина в том, что на месте, где стоял деревянный францисканский костел, уже построили православный храм Святого Николая. Сегодня в агрогородке Свислочь о былой истории почти ничего не напоминает, а про Свислочское княжество забыли даже местные. Зато в эти края с удовольствием едут посмотреть на природу. Виды здесь красивейшие. Спасибо большое за информацию сайту Пошук Инфобай. Ну что, здравствуйте! Вторая часть очень интересного исторического выпуска, как получается. И вы сейчас увидите вторую локацию, которая на фоне нас. Смотрите, какая она. Тоже антуражная, но самое интересное – это вид, который я сейчас вам покажу. Вот такое потрясающее место. Пока еще немножко сумерки. Можно заснять его в таком ракурсе. Посмотрите, какой утес. И сразу же вот такие развалины. Это историческая сцена. Так, это шестое тысячелетие
до нашей эры. В смысле, шестое тысячелетие до нашей эры? 6-е тысячелетие до нашей эры. В смысле, да? В смысле? И первое тысячелетие нашей эры. Подожди, городище само, наверное, это Место, наверное, да. А постройка конкретно, постройка. 11-12 столетие. Да, представляешь? Обалдеть. Охереть. На самом деле, так же и написано было, ребят, в интернете, когда мы искали информацию, что эта постройка относится к самой древнейшей постройке, относящейся к средневековью Беларуси. Поэтому ничего удивительного. И сразу же здесь опять же деревенька. Да, все рядом. Сразу, ребятки, выходит. Вон там, кстати, внизу вон домик, вон. Сразу выходит окна на реку большую. И вот такое вот место прямо на утёсе. Очень, конечно, прикольное. Тоже, опять же, да, сколько кирпичей, насколько была массивная кладка. Все такое разваленное. И такой сразу, смотрите, выход тоже. И здесь, опять же, у нас просто река огромная, красивая река. Я просто в шоке именно от самого места, где это находится. Сейчас, ребята, я немножко осмотрюсь. Марта вам уже показала. Но это то, что я люблю. Такие заброшки. Это обалдеть, ребята. Здесь кирпич идет в основу и камни. Но, в принципе, вы видите, стены из чего состоят. Раньше так строили. Обалдеть. Видимо, был когда-то пожар, может, здесь. Какие-то камни чересчур черные. Но очень прикольное место. Крутое, да? Вообще. Давай найдем, где проведем эксперимент, в какой комнате. Или вон там, подальше. Только посмотрите, как крыло какое-то. Как будто здесь было продолжение, которого нет. Обалдеть. Просто моя ладошенька. Я не знаю, очень огромные камни, как они это строили. Я вообще не представляю, как они поднимали эти валуны, ребята. Потому что почти полностью из камня. Полностью. Сейчас мы вот здесь вот будем проводить эксперимент, ребята. Я, кстати, не заметила, там какая-то надпись. Мы... Не знаю, какая надпись. А что там внизу? Реально. А как это его не затопило? У нас, ребята, в этом году все реки поразливало. Очень большой приток воды. Вот. В общем, и там то же самое. Видите, под таким наклоном тоже оборвалась стена. Может быть, такая была постройка. Даже интересно. Есть ли какие-нибудь эскизы? Что-то такое. Мы решили воспользоваться возможностью оказаться в таком старинном, красивом, интересном месте и, конечно же, попробовать наш эксперимент с карандашами. И постараемся говорить как можно громче, потому что мой телефон снимает нас со стороны, и в надежде что-нибудь заснять интересное и необъяснимое. Поэтому, ребята, если будем мы где-то пропадать, не обессудьте, пожалуйста. Ритуал проводят при участии 2 человек. Каждый должен взять в руки 3 новых незаточенных карандаша и образовать подобие буквы «П». Затем участники объединяют получившиеся конструкции концами. Должен получиться прямоугольник. Теперь можно задавать вопросы. Если ответ «да», концы карандашей приподнимаются вверх, а когда дух хочет сказать «нет», он опускает карандаши вниз. Если ответ «не знаю», карандаши сойдутся внутрь в форме бантика, либо разъедутся в разные стороны на одной плоскости. Ответ «нет, не знаю», «да, не знаю». С одной стороны пара карандашей приподнимется вверх-вниз, вторая пара направится внутрь плоскости прямоугольника, либо уйдут в сторону.
Дух этого места приди, дух этого места приди, дух этого места приди. Так давно мы не общались с карандашами. Мы вот так рады, что ты к нам явился, к нам пришел. Мы очень тебе благодарны. Надеюсь, мы тебя не потревожили. Потревожили? Да нет, чуть-чуть. Извини, что мы тебя немножко потревожили. Мы хотим с тобой пообщаться. Можно мы это сделаем? Да. Мы совсем немного знаем историю этого места, так как почти ничего не сохранилось. Подскажи, пожалуйста, ты сам здесь обитаешь с момента постройки этого здания? А это? Это почти 1000 лет, ребята. 11-й, 12-й, сейчас 21 век. Мы тебе передаем привет из будущего. У меня аж мурашки. У меня мурашки вообще, и птица полетела. Ты можешь с нами общаться? Ты нас понимаешь, когда мы говорим на этом языке? Да. Ты домовой, может быть? Ты дух какого-то человека, который здесь обитал, который здесь жил? Ты дух человека? Что звуки? Да. Это птицы. Да. Да. Ну, да, было. Ты относишься к роду, которому принадлежало это место? Ты... Давай, ну спрашивай. Твоя душа не переселилась ни разу за все это время, за все эти столетия? Да. Да, это не переселилось? Ну, ты так задала вопрос. Твоя душа Не не возродилась, да? Да. Интересно, а почему? Почему, да? Ты сам этого не захотел? Да нет. Но ты мог переродиться в другого человека? Да. Обалдеть. Ты осознанно решил остаться в этом месте? Тебя с ним что-то связывает, да? Ты здесь погиб, может быть? Прости за нескромный вопрос. Может быть, ты ушел из жизни самостоятельно? А как считается, что души, которые Да. уходят из жизни самостоятельно, они привязываются к месту, Либо они не могут... покинуть место? Либо они нет, не совсем. Либо они не могут... Хочется сказать по-белорусски долучиться, присоединиться к своим предкам, Да, либо да, родственникам да. в том мире. Ты этого просто не можешь сделать, да? Ты не можешь присоединиться. Да. С тобой кто-нибудь общается еще? Сюда приходит? Это местные жители? Когда мы сюда подъехали, ну вот сейчас начинали эксперимент, ходила очень странная женщина. Да. Она сказала, что я вам не буду мешать, я тут сейчас загляну на секундочку и уйду. Может быть, она думала, что мы что-то хотим отсюда вывести? Ну, здесь же нельзя разбирать это здание, это охраняется законом. Культурная ценность. Обалдеть. Ты был молод, когда ты ушел из жизни?
Ты ушел из жизни из-за любви? Да не знаю, ребята. Тебе было до 20 лет? Совсем молодой. А дух... Ты жалеешь об этом, что ты так сделал? Что ты ушел из жизни в таком раннем возрасте? Ты жалеешь? Да нет. Меня всегда вообще, ребята, просто до мурашек, как палочки ходят. Они сначала хотят одно показать, Да. ты переформулируешь вопрос, и они вообще в другом направлении начинают двигаться. Это просто шок, ребят. Кто не пробовал, попробуй. Попробуйте, да. У меня еще возник вопрос. Мы не уточнили, ты был парнем? Да. Я сразу почему-то подумала, что Я тоже была подумала, парнем. что... Как-то по энергии. По энергии, да. Нам очень приятно твое общение. Спасибо большое. То есть получается, что ты здесь жил в 11 столетии нашей эры. Да нет. На пересечении 11 и 12 столетия? Да. То есть ты родился, ну, получается, встретил новое столетие. Интересно очень. А подскажи, пожалуйста, ты... Какие звуки вообще тут птицы издают, ребята? Ты, ну, так как ты жил на данный момент, считается средневековьем. Ты, может быть, воевал или обучался военному искусству? Дальше расходятся. С такой энергией, ребята, очень сильные толчки, что карандаши не могут расходятся вообще. соприкасаться даже. А ты дрался когда-нибудь на поле боя? Да. Ребята, может быть, вам может казаться, что карандаши, как бы, мы очень быстро, да, вам отвечаем, они не успевают, например, подняться до конца, съезжают и так далее, но мы чувствуем руками, Да. что либо вверх, либо вниз, либо куда, и мы видим здесь сверху, куда движутся карандаши. Так что эти ответы, они однозначно трактуются правильно нами. Просто, вы знаете, ребята, толчки вот опять, толчки настолько сильные, что Нужно бывает как-то они вообще- не до конца могут подняться, потому что они разрываются. Ну, связь между ними как-то... Это необъяснимо, это просто необъяснимо, что с ними происходит. Ты давно не разговаривал ни с кем? Да? Да. Да. Я ближе подошла к карандаши, чтобы более были соединены, чтобы они не расходились. Очень интересная история, очень интересное вообще место. Мы да. от него в восторге. Подскажи, пожалуйста, а ты знаешь что-нибудь о еврейском кладбище, которое находится в этом же поселке? Да. А ему действительно уже лет, может, 200? Да. А здесь раньше жило поселение евреев? А когда-нибудь эти захоронения предавались вандализму? Ну, может быть, не все, какие-то, да. наверное. Ну, с тем, что мы с вами видели, ребятки, в прошлом выпуске, что есть плиты, которые просто лежат на дороге, есть Да. какая-то чуть ли не вырытая могила или вырытая, мы так и не поняли, что это было. Вот, и, соответственно, мы ничему не будем удивлены. Мы, наверное, будем заканчивать, ребята, эксперимент, потому что слышны голоса людей, и я думаю, вы видите, что уже глубокие сумерки, солнце уже далеко. Спасибо тебе большое за то, что вышел с нами на связь, за наше Что общение. это такое? Что происходит? Да не знаю, показывает опять стрелочкой на камеру. На камеру показываю, да. Ай, надеюсь, камера записывает и все хорошо. Спасибо огромное, что ты с нами пообщался. Извини, что мы тебя немного побеспокоили, но надеемся, что тебе понравилось. Интересное место. Я сколько здесь нахожусь, столько у меня и табунами идут мурашки, не прекращаясь, не переставая.
Вы все знаете любовь мою к заброшкам историческим. И осознавать, что у нас сохранились руины, которым уже 1000 лет, ребята, это вы представьте только. В таком месте мы впервые. Мы В впервые таком историческом месте. дотронуться, увидеть, прочувствовать, а еще и нам просто повезло пообщаться с духом этого места. Как мы выяснили, это дух человека, который здесь жил, который относится к тому роду, про который мы вам рассказывали. Чуть-чуть известно всего лишь, совсем немного известно об этом месте, но все же дотронуться до него Было нам классно. удалось. Да, было классно, было интересно и увлекательно. Надеюсь, вам тоже, потому что эксперимент с карандашами довольно давно мы не проводили. Кто новенький, у нас есть отдельно про этот эксперимент рассказ, как он, что он, будет закреплена ссылочка сейчас. Перейдите, посмотрите, ознакомьтесь с экспериментом, потому что он один из наших любимых, кто бы что ни говорил, но это тот эксперимент, который реально дает нам ощущение того, что мы на самом деле прикоснулись к потустороннему миру. Будем заканчивать на этом. Да, надеюсь, что вам выпуски наши понравились. Пишите по поводу этого выпуска, что думаете, как вам вообще эта локация. Мы сейчас находимся практически в 150 километров от Минска. Мы расширяем границы, мы расширяем локации. Поэтому поддержите нас не только лайком и не только комментарием. Переходите по ссылочке на Boosty, становитесь нашими партнерами. У нас спонсорство всего от 100 российских рублей в месяц. Будем рады вам всем. Ну и Пока-пока. пока!